Был один из тех ничем не примечательных, безмятежных дней, когда время, казалось, замедляет свой ход, позволяя насладиться каждой секундой. Мужчина стоял на заднем дворе своего ухоженного загородного дома, погруженный в умиротворяющую рутину обыденного полудня. В воздухе витал густой, сладковатый аромат нагретой солнцем земли, смешанный со свежестью распускающихся бутонов. Он методично поливал свои любимые цветы, завороженно наблюдая, как тяжелые прохладные капли влаги искрятся в солнечных лучах, оседая на бархатистых зеленых листьях. Тишину нарушало лишь мерное, успокаивающее журчание воды, льющейся из лейки, да редкое ленивое пение птиц где-то высоко в кронах деревьев. Но внезапно эта сонная идиллия была разорвана в клочья. Сквозь густую, казалось бы, непроходимую живую изгородь, с оглушительным треском ломая сухие ветки и сминая листья, вырвалась лиса. Она издала пронзительный, отчаянный гортанный крик, звук, полный такой первобытной боли и невыразимого ужаса, что он мгновенно разрушил всю магию спокойного сада. Мужчина замер, словно пораженный невидимой молнией. Лейка так и осталась висеть в его напряженной руке, а вода продолжала бесцельно литься на землю, образовывая темные лужи. Это была далеко не обычная встреча. Глаза лисы, обычно хитрые и настороженные, сейчас были полны слез и дикой неконтролируемой паники. Она смотрела прямо на него, установив зрительный контакт с такой невероятной интенсивностью, что у мужчины по спине пробежал неприятный, леденящий холодок. Любой, кто хоть немного знаком с дикой природой, знает, лисы — одни из самых осторожных и скрытных существ на планете. Это животные-призраки, которые растворяются в лесной тени при малейшем намеке на присутствие человека. Они избегают нас, боятся нашего запаха, наших шагов. И все же эта лиса стояла прямо здесь, на его аккуратно подстриженном газоне. Она не убегала. Напротив, она намеренно приближалась к нему, продолжая кричать так, словно на ее глазах разворачивалась самая страшная трагедия в мире. Сердце мужчины бешено колотилось о ребра, отдаваясь глухим стуком в ушах. Разум лихорадочно пытался найти логическое объяснение происходящему. Что могло заставить дикое, независимое животное полностью отказаться от своих базовых инстинктов самосохранения и искать помощи у человека, своего главного природного врага? Лиса начала судорожно, почти безумно бегать кругами. Ее крики становились все громче, все настойчивее, переходя в болезненный скулеж. Затем она внезапно остановилась, отбежала на несколько шагов в сторону леса и обернулась. Она смотрела прямо в глаза человеку. Послание было кристально ясным, не требующим перевода ни на один из человеческих языков. «Следуй за мной, пожалуйста». Мужчина колебался лишь долю секунды. Что-то в этих отчаянных, молящих, янтарных глазах подсказало ему, что счет идет на минуты, если не на секунды. Отбросив лейку, он бросился к своему сараю. Инстинкт подсказывал, что голыми руками в дикой природе делать нечего. Он схватил из сумки с инструментами толстые прочные рабочие перчатки из грубой кожи и садовые ножницы, которые зловеще лязгнули в утренней тишине. Глубоко вдохнув, он шагнул за калитку и последовал за лисой, которая уже неслась к близлежащему полю. Их путь пролегал через широкое поле. Мужчина шел сквозь длинные ряды овощных культур, чьи листья все еще были влажными от утренней росы. Холодная вода пропитывала его штаны, грязь липла к ботинкам, но он не замечал этих неудобств. Он упрямо продвигался вперед, а его мозг генерировал одну пугающую теорию за другой. Какой ужас ждал его там, впереди? Была ли лиса ранена охотниками? Попала ли она в капкан? Или, возможно, это была какая-то изощренная ловушка? Лиса двигалась с невероятной лихорадочной поспешностью. Ее рыжая шерсть мелькала среди зеленой листвы, как язык пламени.
Время от времени она резко останавливалась, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что человек все еще следует за ней. И если он хоть немного отставал, путаясь в густой траве, она снова начинала издавать тот самый душераздирающий крик, подгоняя его, умоляя поторопиться. Наконец они достигли самого края поля, где начинался густой непролазный подлесок из колючих кустарников и переплетенных ветвей. Здесь лиса остановилась, и именно здесь у мужчины буквально перехватило дыхание, а ком подступил к горлу. В самом центре колючих зарослей, запутавшись в густом подлеске, лежал крошечный лисенок. Жесткая, неумолимая виниловая веревка, используемая в сельском хозяйстве, намертво обвилась вокруг его хрупких передних лапок. Малыш был абсолютно безмолвен. Он больше не скулил и не звал на помощь. Он был слишком слаб даже для того, чтобы просто пошевелиться или попытаться вырваться. Веревка врезалась глубоко в нежную кожу, прорезая ее до самого мяса. Выступившая кровь уже успела запечься, намертво склеив окружающую пушистую шерсть в жесткие темные колтуны. Трагедия заключалась в том, что чем больше этот маленький испуганный детеныш боролся за свою свободу, пытаясь вырваться из плена, тем туже затягивались жестокие путы, превращаясь в смертельную удавку для его лап. Грудь мужчины болезненно сжалась, когда до него дошел весь масштаб и ужас разыгравшейся здесь драмы. Эта мать-лиса часами, а может и днями сидела здесь, наблюдая за невыносимыми страданиями своего ребенка. Она пыталась помочь ему, но не могла перегрызть синтетическую нить. И тогда, оказавшись на грани полнейшего отчаяния, она решилась на немыслимое. Она решила довериться человеку. Мужчина тяжело опустился на колени, не обращая внимания на сырую землю. Дрожащими от адреналина и волнения руками он натянул свои тяжелые кожаные перчатки. Он прекрасно понимал, что этот момент балансирует на острие ножа. Одно неверное движение, один слишком резкий жест, один громкий звук — и раненый, обезумевший от боли лисенок может запаниковать, начнет биться, дергаться и тем самым нанесет еще больший, непоправимый ущерб своим и без того изувеченным лапам. Дикие животные, испытывающие сильную боль, абсолютно непредсказуемы. Они живут инстинктами, и их главный инстинкт — защищаться. Они способны жестоко искусать даже тех, кто искренне пытается спасти им жизнь. Но мужчина не мог отвернуться и уйти. Не сейчас. Не тогда, когда мать-лиса стояла всего в нескольких метрах от него, и все ее напряженное тело крупно дрожало от невыносимой смеси страха и хрупкой надежды. Как только мужчина протянул руки в плотных перчатках к лисенку, глаза малыша резко распахнулись. В них читался первобытный ужас. Его крошечные, но острые челюсти щелкнули в воздухе, пытаясь укусить спасителя. Это было слабое, но отчаянно дерзкое предупреждение. Детеныш обнажил свои маленькие белые клыки, собирая в кулак самые последние, жалкие крохи своих сил, чтобы защитить себя. Он не понимал, что это огромное, нависающее над ним существо не желает ему зла. Он знал только всепоглощающий страх и пульсирующую боль. Мужчина начал говорить. Он шептал самые мягкие, успокаивающие слова, которые только мог вспомнить. Его голос звучал едва громче шелеста листьев на ветру. «Тише, малыш, тише. Я здесь, чтобы помочь. Я не сделаю тебе больно». Медленно, с бесконечной осторожностью, он обхватил дрожащее тельце. Его руки, грубые и мозолистые от долгих лет физического труда на открытом воздухе, сейчас двигались с необычайной, почти хирургической деликатностью. Он поднес ножницы к путам. Его движения были методичными, выверенными и точными до миллиметра, словно он обезвреживал взрывное устройство. Каждый надрез тугой виниловой нити требовал абсолютной, предельной концентрации.
Веревка настолько глубоко впилась в опухшую воспаленную плоть, что одно неверное движение лезвия грозило разрезать живую ткань. При каждом, даже самом легком прикосновении холодного металла лисенок вздрагивал, его маленькое тельце деревенело от сковывающего ужаса, но мужчина не сдавался. Крупные капли холодного пота выступили на его лбу, несмотря на утреннюю прохладу. Минуты растянулись в бесконечные часы. Наконец, с одним последним, выверенным щелчком ножниц, жестокая веревка лопнула и упала на землю. Лисенок, лишившись поддерживающей его опоры, обессиленно рухнул прямо в одетую в перчатку ладонь мужчины. Его тельце била крупная, безостановочная дрожь. Он был свободен. Но эта свобода досталась ему разрушительной ценой. Передняя лапка малыша распухла до ужасающих размеров, став в 10 раз больше своего естественного состояния. Кожа была разорвана в клочья, обнажая ярко-красную соднящую плоть, и мужчина с содроганием подумал, что под этим месивом может быть сломана кость. Стало кристально ясно. Без немедленного, профессионального медицинского вмешательства этот малыш не переживет и ночи. Инфекция и некроз убьют его. Мужчина медленно повернул голову и посмотрел на мать-лису. То, что он увидел в этот момент, едва не сломило его. В ее глубоких глазах он прочитал такую гамму сложных, пронзительных эмоций, какую никогда в жизни не ожидал встретить у дикого зверя. Там была бездонная скорбь, изматывающее отчаяние и еще что-то, от чего у мужчины буквально перехватило дыхание. Это было безоговорочное доверие. Лисица осторожно, шаг за шагом приблизилась к своему спасенному детенышу. Она нежно обнюхала его кровоточащие раны, издавая тихие, полные боли звуки, которые до боли в сердце напоминали сдавленные человеческие рыдания. Затем она подняла морду и посмотрела прямо на мужчину. В этот самый миг между ними, представителями двух совершенно разных миров, проскочило понимание, превосходящее любые барьеры видов и законы природы. Она добровольно передавала жизнь своего ребенка в его руки. Стараясь не причинять малышу лишней боли, мужчина снял с себя куртку, нашел в сумке чистое полотенце и бережно, как самую великую драгоценность, завернул в него лисенка. Он прижал легкий невесомый сверток к своей груди, физически ощущая, как крошечное перепуганное сердце отчаянно колотится сквозь ткань, сливаясь с ритмом его собственного сердца. Он поднялся с колен и тяжелым шагом направился в сторону своего автомобиля. Мать-лиса не пошла за ним, она просто осталась стоять на краю поля, неподвижная, как изваяние. Ее тело застыло, и лишь глаза неотрывно следили за каждым шагом человека, уносящего ее дитя. Это был акт слепой, непоколебимой веры, который бросал вызов всем известным законам жестокого, дикого мира. В ветеринарной клинике царил запах медикаментов и стерильности. Врач, осмотрев малыша, лишь тяжело вздохнул, подтвердив самые мрачные опасения мужчины. Передние лапы лисенка получили серьезнейшие повреждения. Мышечные ткани были сильно разорваны, наблюдались обширные подкожные кровоизлияния, а рентген показал трещины в костях. Чтобы просто выжить, этому крохотному существу предстояло перенести несколько дней медикаментозного сна под сильными обезболивающими, мощный курс антибиотиков и круглосуточную интенсивную терапию. Мужчина не ушел. Он сидел рядом с металлическим столом, мягко и успокаивающе поглаживая крошечную голову лисенка, свободной от перчатки рукой. Он наблюдал, как под действием анестезии напряженное тельце наконец расслабляется, как маленькая грудная клетка начинает равномерно подниматься и опускаться в глубоком целительном сне. Только убедившись, что малыш в безопасности и боли больше нет, он покинул клинику. Но когда уставший и эмоционально истощенный мужчина наконец вернулся домой, его ждало зрелище, от которого на глаза вновь навернулись слезы.
Прямо посреди его сада, среди цветов, которые он поливал утром, сидела мать-лиса. Она была неподвижна, словно мраморная статуя, а ее взгляд был намертво прикован к входной двери дома. С этого дня начался их удивительный ритуал. Лисица приходила каждое утро как по часам. Она никогда не издавала ни звука, не скулила, не выпрашивала еду. Она просто сидела в безмолвном терпеливом дозоре, одним лишь своим присутствием задавая единственный важный для нее вопрос. «Мой ребенок жив? С ним все хорошо?» Каждый день мужчина ездил в клинику, чтобы навестить идущего на поправку лисенка. А каждый вечер, возвращаясь домой, он выходил в сад, опускался на колени перед ожидающей его матерью-лисой и начинал говорить. Он говорил тихим, ровным голосом, рассказывая ей, что раны затягиваются, что малыш начал есть, что кости срастаются. И как бы невероятно это ни звучало, она, казалось, понимала каждое его слово, улавливая интонации. В ответ на хорошие новости ее пушистый хвост начинал слегка, едва заметно вилять. А иногда в порыве чувств она падала на спину и начинала кататься по мягкой траве, демонстрируя то, что можно было описать только как искреннюю чистую радость и абсолютную уязвимость. Это был самый глубокий, самый интимный жест доверия, который только могло предложить дикое животное. Когда недели лечения подошли к концу, и лисенок наконец окреп настолько, что смог вернуться в родной лес, произошло нечто поистине экстраординарное. Пережитая трагедия и совместное ожидание чуда навсегда изменили правила игры. Мать-лиса больше не видела в этом человеке угрозы. Она начала регулярно появляться у его калитки. Иногда она приходила одна, чтобы просто посидеть в тени деревьев. Иногда она приводила с собой того самого спасенного малыша, чьи шрамы скрылись под густой новой шерстью. А со временем она стала приводить всю свою семью. Это было поразительное зрелище. Несколько пушистых, непоседливых лисят, весело кувыркающихся друг через друга в высокой траве на самом краю человеческого сада. В разгар своих шумных игр они вдруг замирали, останавливались и переводили взгляд на мужчину, сидящего на крыльце. В их глазах читалось нечто удивительно похожее на осознанную благодарность. Эти дикие создания не могли произнести ни слова, но их поступки были красноречивее любых речей. Отчаянно ища спасения для своего умирающего детеныша, мать-лиса сумела перекинуть хрупкий мост через древнюю, казалось бы, непреодолимую пропасть между миром дикой природы и миром людей. А мужчина, откликнувшись на эту отчаянную мольбу, открыл для себя истину, которая навсегда изменила его жизнь. Он понял, что искреннее сострадание не знает видовых границ, что доверие, если его заслужить благородным поступком, способно превратить самых далеких незнакомцев в настоящую семью. В саду, который когда-то принадлежал исключительно человеку, теперь свободно гуляли дикие гости. Они стали молчаливым, но невероятно глубоким напоминанием о том, что доброта, отданная бескорыстно и от чистого сердца, создает неразрывные связи, способные преодолеть любые барьеры, когда-либо возведенные природой.